Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. И сегодня я вам покажу, как можно сделать подарок своими руками из бумаги. Это оригами кораблик и оригами розочки. Этот подарок может быть на День Святого Валентина, или на 8 марта, или на День матери, или просто любимому человеку. Материал, который вам понадобится для работы. Это цветные листы 9 на 9 сантиметров для роз. Это шпажка, спица или зубочистки. Ножницы. Клей ПВА. Лист красный для паруса сердца. Карандаш. Белый лист бумаги для кораблика. И, конечно же, ваши золотые ручки. Приступаем. Собираем кораблик. Для этого берем лист А4, складываем его по вертикали пополам, смотрим, проверяем. К себе открытой стороной поворачиваем. Затем находим середину, делаем защипчик. Я вам отмечу карандашиком, чтобы было более видно. Складываем вот такие треугольники к центру. Повторяем за мной. В советские времена каждый школьник умел делать кораблик, да и не только школьник, уже в садике могли делать такие кораблики. И их запускали по весне в ручейки и смотрели, как они плывут. Это было очень интересное занятие для детей. Бежали вдоль ручья дети и смотрели, чей кораблик дальше доплывет и не промокнет. Ведь когда кораблик набирает уже в себя воды, бумага размокает и кораблик тонет. Расправляем получившийся кораблик, поправляем все его грани. Все зависит, конечно, от бумаги. Бывает более плотная бумага, она немножко ломается. Бумагу нужно чувствовать. Но все поправит практика. И внутри кораблика прячем уголочки, которые у нас там видны. И наш кораблик готов. Приступаем к изготовлению паруса в виде сердечка. Для этого мы берем лист А4 формата, двухсторонний, красный. Повторяем все за мной, где-то берем треть листа. Складываем эту треть по вертикали пополам. Рисуем половину нашего сердца. Оно у нас должно быть вытянутой формы, потому что потом мы будем это все складывать гармошкой. Я сейчас постараюсь вам обвести пожирнее карандашиком, чтобы было видно. И получившуюся форму мы вырезаем по линиям, которые я нарисовала. Парус вырезан для корабля. Это его мачта, шпажка. Начинаем складывать парус пополам. Потом еще раз пополам. Потом еще раз пополам, чтобы все грани у вас были одинаковые. И еще раз пополам. Затем расправляем все и складываем как обычную гармошку. Тут главное не запутаться.
Гармошка готова. Берем шпажку, нашу мачту, и протыкаем середину нашего сердечка. Но иногда из-за того, что бумага очень плотная, не протыкается, поэтому мы берем более острый инструмент. Это маникюрные ножницы. Расправляем парус на мачте шпажки. Вот такое сердце парус у нас получилось. Можно такой парус делать на коктейльной трубочке. Но мы же вставляем нашу мачту в кораблик. Для этого мы спицей протыкаем отверстие в кораблике. И наш кораблик любви готов. Можно написать имя человека, которому вы это дарите. Назвать корабль именем любимого человека. Приступаем к изготовлению оригами розы. Для этого берем квадратный лист бумаги 9 на 9 сантиметров, складываем его пополам, поворачиваем еще раз пополам, затем складываем по диагоналям пополам, делаем заготовку треугольник оригами, двойной треугольник, и повторяем все за мной. Я потом покажу в более большом варианте, как сложить розу оригами. Здесь нужно прокручивать бумагу, затем с помощью спицы, шпажки или зубочисток закручивать края лепестков, как бы подкручивая бумагу, придавая ей округлую форму. Лепестки розы же в природе не одинаковые. Этот навык приобретается, конечно, с опытом. Мелкая моторика рук очень хорошо тут работает. Ну и в конце все вы поправляете, как бы прокручиваете и приминаете форму, чтобы у вас розочка более такая стала симпатичная. От того, как вы сожмете бумагу, у вас розочка будет более аккуратненькая, либо более пышненькая. Розочка наша готова. Мы наполняем кораблик вот такими розочками. Как я обещала, я покажу, как сделать большую розу, чтобы было более наглядно. Берем лист А4 формата, складываем треугольник, отрезаем лишнее, получаем квадрат. Одна диагональ у нас уже сложена, складываем вторую диагональ. Затем складываем квадрат наш пополам. Поворачиваем его, еще раз складываем пополам. И все как в варианте с маленькой розочкой. Делаем двойной треугольник. Затем уголочек поднимаем вверх, получаем треугольничек. Противоположный уголочек также поднимаем вверх. Образовавшиеся треугольнички раскрываем, как бы кармашек.
получившуюся заготовку переворачиваем. Проделываем ту же самую операцию, что и в первом случае. Треугольнички открываем наши клапаны, кармашки. Верхний треугольничек, верхний уголочек вот складываем таким образом, что получается треугольничек. И начинаем раскрывать нашу фигуру, нашу заготовку. Здесь тоже есть кармашки, но из-за того, что бумага очень плотная, приходится помогать пальчиками. Чтобы не порвать нашу бумагу, нужно ее, конечно, прочувствовать. И не через силу, а так аккуратненько складываем. Нужно ставить на паузу или прокручивать назад, чтобы понять, как это делается. Треугольничек наш поднимаем вверх, находим противоположные уголочки, складываем их, как я показываю. Затем закручиваем наши будущие лепесточки с помощью спиц. Берем заготовку, устанавливаем на ладони, начинаем ее прокручивать. Но в варианте с большими розами они не так хорошо держат форму, либо крутить нужно было в другую сторону. Что-то тут пошло не так. Маленькие розочки проще делать, чем большие. Ну вот не держит она форму. Как я ни старалась, что-то пошло не так. Приступаем к наполнению нашего кораблика розочками оригами. Для этого мы все повторим, и, возможно, у вас получится уже лучше. У меня одна роза уже сделана, я делаю еще 4 маленькие розочки.
приклеиваем наши розочки к кораблику. Я наполняю ими внутреннюю часть кораблика. Можно, конечно, и снаружи приклеить, это уже на ваш вкус. И количество розочек может отличаться. И можно розочки делать разного размера. И, как в моем случае, разного цвета. И наш подарок готов. Спасибо всем за внимание и до новых встреч, друзья, на канале Творческая студия Елены Тюриной.